Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро. Это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. И расклад сегодня будет про певицу Марину Максимову. Это ее настоящее имя. 39-летняя артистка Марина Максимова сорвала концерт в Сочи 18 марта этого года. Певица на сцене не попадала в ноты, были проблемы с дыханием. Через полчаса после начала мероприятия артистка покинула сцену, концерт отменили. Вопросов много. Почему больную артистку отправили на сцену, если она действительно была больна? И тот же вопрос, если Максим была под некими психотропными или алкогольными веществами, почему ее тоже выпустили к поклонникам на сцену, собственно говоря? Что произошло на концерте в Сочи на самом деле и что происходит в жизни самой Марины Максимовой, прямо сейчас мы узнаем по картам «Безумная луна» Патрика Валенса, которая замечательно ответит на вопросы подобного характера. Но для начала, первый вопрос, который я хочу задать картам, это вытащить сигнификатор Марины. Сигнификатор, для тех, кто смотрит меня впервые или для тех, кто не помнит, что это такое, это ее настроение, эмоциональный фон на сегодняшний день, на сегодняшний момент, ее умозаключение и что она сама о себе думает. И затем мы вытянем вторую карту, какой на самом деле является певица Максим. Не то, что она думает о себе, а то, что думают о ней другие, или какой она является на самом деле. Да? Первая карта – это сигнификатор Марины, то, что она сама о себе думает сейчас, на данный момент. Карты, скажите нам, пожалуйста, правду. Покажите нам, пожалуйста, сигнификатор певицы Максим. Покажите нам, пожалуйста, сигнификатор певицы Максим. Певица Марины Максимовой. Покажите нам, пожалуйста, сигнификатор. Это ее настроение, умозаключение, эмоциональный фон, что она сама о себе думает. Покажите нам, пожалуйста, сигнификатор певицы Максим. Девятка мечей чего-то очень сильно боится. Девятка мечей, что обозначает, да, что вообще нарисовано на карте. На карте мы видим человечка, который сделал что-то не очень хорошее. Почему? Потому что он облачен во все красное, да. Красный цвет – это цвет крови, цвет страсти также может быть, да, цвет похоти, цвет чего-то не очень хорошего. То, что сделал этот человек при жизни, и теперь опасается то, что ему за это очень смачно так прилетит. Ему чертик нашептывает всякие разные какие-то страхи, какие-то вещи, да, которые могут случиться с человеком. Человек просто просыпается в холодном поту от того, что вот ему уже чудится, что с ним что-то происходит не то, да. Человечек, демон, повернут к нам левой стороной эмоциональной, что заставляет самого человека впадать просто в апатию, в депрессию, да, кусать пальцы, кусать локти, да, и думать о том, что все, хана мне, да, то есть если кто-то вдруг узнает, то мне пришел конец. Ну, то есть здесь какие-то секретики, какие-то тайны, да, о том, о чем никто не должен узнать и не может узнать. Дохлая кошка здесь у нас лежит, да, на кровати, соответственно, дохлый кот, дохлая кошка, дохлые животные в черной магии, это не к добру вообще, если по черной магии мы будем смотреть, да. И человек, конечно же, здесь явно чего-то боится. Вообще девятка, второй, это не переход в десятку. Десятка – это всегда переход к новой лучшей жизни, несмотря на боль и переживания, но девятка – это наши страхи, в которых мы застряли и никак не можем выбраться. Сигнификатор Марины сейчас – это страхи, это осуждения какие-то за спиной даже, возможно, да, по чертику, который выскакивает просто из-за спины и нашептывает какие-то вещи, да, этому человеку. Это страхи, в которых потонул человек. Ей сейчас страшно. Кем на самом деле является Марина Максимова? Кем на самом деле является певица Максим? Карты, покажите нам, пожалуйста, сущность певицы, ее характер, ее характеристику личности, да, все, что можно сказать о ней по одной карте. Покажите нам, пожалуйста, кем является на самом деле певица Максим. Дурак, нулевой аркан дурак. Ну, во-первых, расскажу вам, кого мы видим на карте. Мы видим с вами человека, сбежавшего из психиатрической лечебницы или из тюрьмы, да. На нем у нас полосатый костюмчик надет, но обычно на заключенном надет черно-белый костюм, а на нашем дураке красно-белый, простите, да. Что такое красно-белый вообще в психиатрии, если
смотреть глубоко, если копать глубоко, да, биполярное расстройство личности сменяется манией и депрессией, да, мания это у нас красная, да, полосочка мания, когда мы хотим кого-то убить, хотим кого-то прибить, жутко раздражены, да, и у нас едет крыша, а белая сменяется депрессией, да, когда все угнетает, когда все уныло, плохо, белым-бело, да, ничего не видно, да, мы сидим и просто в этой депрессии утопаем своей, да, но бывают еще какие-то проблески, да, белый цвет эти проблески тоже обозначает. Дурак у нас здесь сбежал с психиатрической лечебницы, чему он безумно рад, показывает на свою голову то, что да, мол, я дурак, ну что ж теперь со мной поделать, да. Кем на самом деле является певица Максима, постоянно приходится наступать на одни и те же грабли из-за того, что приняты неверные решения, постоянно приняты мной неверные решения, да. Здесь постоянно приняты неверные решения, человеку приходится все начинать с нуля, с zero просто, да, и быть вот таким вот неким дураком, неким шутом. По этим картам также, по этой карте также можно сказать о том, что имеются заболевания психологического характера. Здесь не стоит отрицать о биполярном расстройстве личности, да, и ну, шизофрения нет, скорее всего, да, здесь вот все-таки, ну, здесь есть какие-то расстройства психологические, и, в принципе, по этой карте можно показаться доктору, да, то, что сейчас у человека все-таки, я не могу говорить, что у человека не все в порядке с головой, это слишком грубо прозвучит. Я буду говорить о том, что у человека, человек точно должен посетить психолога. Вот давайте начнем с этого, да, психолог, в этом нет ничего страшного, я являюсь психологом, я и сама посещала психолога, ну, то есть тут вот как бы это нормально. Вот, поэтому по дураку человек постоянно всю жизнь начинает все сначала, наступает на одни и те же грабли, предпринимает какие-то неверные решения, да, именно в безумной луне дурак обозначает то, что, ну, не той дорогой ты идешь, товарищ, да, рыбы кусают человечка нашего за ноги, говоря о том, ну, куда же ты бежишь, ты сейчас столько дел натворишь. Рыбы отводят нас к Иисусу Христу, да, тот, кто верит в христианство, тот, кто является христианином. Рыба – это все-таки олицетворение Иисуса Христа, который пытается удержать сумасшедшего человека за ноги, за руки, для того, чтобы он не совершил опрометчивых поступков. Но здесь человек их совершает с завидным постоянством, да, с новой силой. Это кем является на самом деле певица Марина Максимова. Постоянно какая-то череда неудач, и человек не осознает, что он делает на самом деле, и делает это снова и снова. Что происходит в жизни певицы Максим прямо сейчас? Кстати, о пограничном расстройстве личности, да, также эта карта может говорить. Но это не всегда так, в любом случае нужно показаться психологу. Что происходит в жизни певицы Максим прямо сейчас? Что происходит в жизни, в личной жизни, в карьере, да, здоровье? Что происходит в жизни Максима прямо сейчас? Карта упала, поднимать не буду, просто ее переверну, потому как я люблю по упавшим картам гадать, делать расклады вам. Что происходит у певицы Максим прямо сейчас? Рыцарь Пентаклей, король жезлов и пятерка Пентаклей. Смотрим первую тройку. Ну, во-первых, есть некий человек, да, который оберегает ее, человек огненного знака зодиака, который заботится о ней, о детях, человек главный сейчас в ее жизни на самом деле, да. Но она прячет от него некие тайны, да. Есть у нее некие тайны. По рыцарю Пентаклей здесь человек на самом деле очень любит деньги, во-первых, да, и во-вторых, он готов работать до посинения, до вот такого вот последнего издыхания, до последнего вздоха. Здесь у нас показан инвалид, который до последнего просто издыхания работает за денежку, да. Эмоциональной стороной к нам повернут, у него хорошо развита интуиция, но тем не менее человек весь в броне и говорит: я ничем не поступлюсь, и никто меня не сломает, даже если я буду без ног, я все равно буду добывать вот эту денежку.
Есть какие-то тайны у Максим сейчас от человека, родного, близкого, огненного знака зодиака, который любит и ее деток, рядом с которым они такие маленькие-маленькие, да, пушистенькие-пушистенькие становятся, да. Это одна сторона, да, того, что есть сейчас в жизни Максим. Есть мужчина рядом с ней, то есть личная жизнь, есть мужчина, который оберегает ее, ценит ее. Очень умный мужчина, но очень эмоциональный по королю жезлов, да, это хороший отец, хороший предприниматель какой-то, да, на какой-то высокой должности, это все-таки король. Есть у него средства, да, это то, чего Марина, наверное, всю жизнь ждала, да, имея некие неудачные отношения в своей жизни. Она вот прям вот любит его действительно и оберегает. И деток он ее тоже любит. Я так понимаю, дети не от него, да? Напишите в комментариях. Я не очень хорошо знаю про певицу Максим, я знаю ее песни, но не читала про нее как про личность. Рыцарь Пентаклей говорит о том, что Марина человек, который будет работать до посинения, до издыхания, и ей очень важны материальные блага. Но есть какие-то тайны вот от этого самого короля жезлов, и по умеренности эти тайны каким-то образом связаны с ее здоровьем. По здоровью здесь что-то с репродуктивной системой у нас страдает, хромает репродуктивная система, и с органами малого таза, да, еще сейчас по умеренности печень страдает. Из пустого в порожний переливает, это у нас фаллические символы, фалос и вагина, собственно говоря, да, левой стороной повернута, ее очень сильно заботит сейчас ее здоровье по женской части, и есть какие-то тайны денежного характера, не по здоровью, есть какие-то тайны денежного характера, которые Марина пытается скрыть, которые пытается спрятать от своего избранника, да, видимо, за это она сейчас опасается по девятке мечей, которую мы вытащили с вами ее сигнификатором. По здоровью умеренно, да, все стабильно более-менее, но тем не менее с репродуктивной системой непорядок, но это длится давно, как я понимаю, и оно более-менее вот сейчас находится в стабильной стадии, ну то есть как всегда с репродуктивной системой не очень хорошо. Это что касается ее здоровья, да. Мы уже сказали, что она очень любит у нас зарабатывать деньги, да, вообще для нее очень важны материальные блага. По пажу жезлов такое ощущение и по правосудию, то, что, ну, по правосудию тут своя собственная вина, правосудие тут у нас идет из-за своей же собственной вины. Из-за того, что, ну, правосудие у нас тут как весы, да, из-за того, что я приняла неправильное решение когда-то не так давно, говорит нам Марина по картам, я вынуждена сейчас все начинать сначала по пажу жезлов. Паж жезлов — это человек неопытный, незрелый, одет в зеленый костюмчик. Зеленый обозначает у нас не только денежки, но и незрелость, да. Паж жезлов берет два своих жезла и идет по тонкому льду. Тонкий лед вот-вот треснет, вот-вот рухнет, но человечек ничего не замечает. Эмоциональной стороной к нам повернут левой, да, и интуиция хорошо развита, он думает, то, что все будет хорошо. Ну и действительно все не так-то плохо, да. Мы начинаем все сначала, как мы уже говорили, по дураку, да. Она по карте дурак, все время все начинает сначала. Вот и сейчас. Благодаря ее какому-то, благодаря в кавычках неверному решению по правосудию, Марина вынуждена сейчас начинать, ну, свою карьеру, я так понимаю, да, сначала. И ей это не очень нравится, но ей нравится то, что зачаточные какие-то листочки, росточки уже дают некие свои плоды. То есть какая-то сделка, которую она заключила с кем-то не так давно, она дала свои плоды. Причем сделка не очень хорошая по правосудию. Правосудие в безумной луне человек, которого перевешивает все-таки на плохую сторону, да, у него есть ключи от всех проблем, но тем не менее его перевешивает на плохую сторону, на эмоциональную сторону, на левую сторону. Правая сторона у нас обозначает интуицию, рациональную сторону, левая сторона у нас обозначает эмоциональную сторону. Кто-то кому-то дает на лапу, посмотрите вот на эту тухлую рыбину, да. Вот эта вот третья рука высовывается из мантии, кто-то кому-то дал на лапу. Кто-то кому-то дал на лапу для молчания, еще для чего-то, не знаю. Тут заключен некий договор, как Марина сейчас думает, неправильный с ее стороны, потому как ей пришлось снова становиться вот этим вот пажом жезлов, начинать все сначала. Но ее радует то, что листочки, плоды какие-то, да, первые появились.
Итак, подытожим, что происходит сейчас в жизни Марины Максимовой. Ну, она также зарабатывает деньги, несмотря ни на что, даже пусть она будет очень больной, да, до сумасшествия больной, даже пусть она там будет, я не знаю, ну это я грубо говорю, да, без ног, без рук, она все равно будет зарабатывать эту денежку, потому что денежка для нее прям очень важна в ее жизни. Рядом с ней сейчас есть ее любимый король жезлов, который любит ее и детей, но тем не менее она что-то от него скрывает, какие-то манипуляции с деньгами, да, ну, по умеренности есть проблемы со здоровьем по женской части, но все умеренно, все стабильно. Эти проблемы у нее были уже давно, и совершив какой-то договор по правосудию, нехороший договор, она вынуждена начинать все с нуля, все сначала. Что это за договор? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях ваши мысли, да, о чем вы думаете, что за договор Марина заключила с неким человеком, да, после чего она вынуждена была начинать свою карьеру просто с нуля. Ну, не то чтобы с нуля, а как бы вот заново, сначала. Это также может говорить о том, что поклонники на нее взглянули по-новому. Ну, то есть вот так как-то, да, по-новому приняли ее, заново приняли ее, да, заново открылись для нее дверцы шоу-бизнеса, да, потому как про Марину немножко все подзабыли, да, и вот она снова вернулась к нам, и вот она снова вынуждена все начинать с нуля, сначала. Это ее и радует, и огорчает в какой-то степени. Она вообще такой двойственный человек, и здесь по этим картам много каких-то двойственных карт выходит, да, и вот паж жезлов это один из таких двойственных карт, который указывает на то, что вот у нее часто меняется настроение. Что происходило в жизни Марины Максимовой незадолго до концерта в Сочи? До того самого концерта, да, где она, как многие говорят, опозорилась. Ну, я не считаю, что человек опозорился. Человек вообще всегда может просто устать. Человек вообще всегда может, да, действительно выпить, да, но тем не менее очень большой резонанс вызвало вот это видео, да, которое сейчас ходит, бродит по интернету. Что произошло в жизни Марины Максимовой незадолго до концерта в Сочи? Что произошло в жизни Марины Максимовой незадолго до концерта в Сочи? Опять умеренность это вышло, да, у нас. Опять это правосудие, снова паж жезлов, интересно, как королева пентаклей, отлично. Так, ну, я здесь вижу договор с мужчиной, и снова этот договор, но это уже другой договор с тем же самым мужчиной, как я понимаю, да, бьют по рукам, да, по четверке жезлов, по правосудию, это некий договор, с которого Марине все приходится начинать сначала. Снова ее встречают вот эта толпа поклонников, снова она молодая, как будто бы в ранние годы, да, снова она любимая, как будто бы в прошлые годы, как вот мы раньше встречали ее песни, да, снова вот с какой-то новой программой она пришла, да, в Сочи, как я понимаю. Я не знаю, что там было в Сочи, я видела только вот видео, да, я не знаю, что это была за программа, но здесь новый некий договор, здесь пили, гуляли, отмечали этот самый договор, да, пили, гуляли, отмечали этот самый договор. И здесь королева пентаклей, женщина, которая рядом с Мариной, земного знака зодиака, очень эмоциональная женщина, да, у которой очень много таких же, как Марина. Я не знаю, что это за женщина, но эта женщина держит все в своих руках, в том числе и ее деньги. Деньги Максим, я имею в виду. И вот она, вот этот мужчина, с которым они заключили совместный договор, совместно принятое решение, пили, гуляли, отмечали весь этот процесс. Тем не менее, по умеренности опять всплывает эта карта, и опять она всплывает по здоровью. Марина себя ощущала не очень хорошо, вот именно вот в этой области, как будто бы область живота. Ну, такое ощущение, что здесь еще человек носит под сердцем ребенка, да, и здесь не очень хорошие ощущения идут вот прямо от карт, такое ощущение, как будто вот как неспокойно, да, в животе, такое ощущение, как будто беременность протекает неспокойно, плюс еще выпивка была, человек, то есть женщина беременна, да, кто бы что там ни говорил, я там не видела у нее ни живота, ничего, но здесь показывают карты, что женщина беременна, и беременность протекает очень неприятно для самой Марины, очень нехорошо. Плюс ко всему еще гулянка была какая-то, заключение вот этого договора с мужчиной и с женщиной, да, по поводу того, что вот
Марина как-то вот по-новому входит в этот шоу-бизнес. Но договор какой-то не очень хороший. Такое ощущение, что до этого договора здесь была какая-то пиар-компания, какой-то пиар-ход для того, чтобы Марина снова появилась в новом облике, вся такая распрекрасная, чтобы ее приняли по-новому поклонники, да, но это как пиар-ход такой был, да, для того, чтобы ее как воскресить из старых артистов, и вот чтобы они все заговорили, ну, как обычно сейчас делают, да, хайп это называется, да, по-другому. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете, кстати. Что было в Сочи, пили, гуляли, Марина действительно была пьяна, да, она там не могла двух слов связать на сцене и так далее, плюс ко всему она еще и чувствовала себя плохо из-за ребенка в животе, да, она там выпила, ребенок в животе там, я не знаю, ну что-то вот у меня с животом вот показывает, что с животом плохо. Выпили, гуляли, заключили этот договор, она еще об этом договоре думала, и еще это ее смущало, то есть тут все одно на другое наложилось, просто человеческая психика не выдержала, да, тут еще и человек был под шофе. Я не ругаю человека, что она была под шофе, все мы можем быть под шофе, но дело в том, что у нее большая ответственность перед другими людьми, да, а это как бы уже другой вопрос. От чего все невезения вообще в жизни Максим? Ну, невезение, говорят, у него в личной жизни там, да, не сладко ей было, она там разводилась, сходилась с новыми мужчинами. Со здоровьем от чего у него все невезения? Были ли вообще эти невезения со здоровьем? Чему я не до конца верю, кстати. От чего все невезения в жизни Максим? В личной жизни, со здоровьем? Ну, я могу верить во что угодно, тут говорю не я, тут говорят карты. От чего все невезения в жизни Максим? С человеком тяжело. Ну, вот тут конкретно про личную жизнь показано, да? Тут я про здоровье вообще ничего не увидела, кстати, дорогие мои. Отшельник, десятка жезлов и тройка пентаклей говорит о том, что человек вечно пытался кого-то переделать. Вечно пытался переделать под себя. Тройка пентаклей переделать под себя любыми способами. И с таким человеком тяжело. С таким человеком становишься отшельником. С таким человеком постоянно смотришь на себя и думаешь, блин, а вдруг я ей не понравлюсь, блин, а вдруг я там мало зарабатываю, не так много работаю, как она, а ей все мало, мало, мало. Четверка Пентакли показывает человека, который с собой в могилу пытается унести целую охапку денег, но тем не менее смерть зовет человека в ад и говорит, время твое уходит. Все деньги с собой в могилу не заберешь, но человеку все мало, хочется все больше, больше, больше. И каждый мужчина, находящийся с ней рядом, думал о том, что ему с ней тяжело, потому что сначала она добрая, ласковая, сначала она одна, потом она другая. Такое ощущение идет какой-то двойственный знак зодиака. Тут либо весы, либо близнецы, либо лев, да? Что-то вот такое вот очень агрессор, да, какой-то по знаку зодиака. Я не говорю, что все агрессоры по этим знакам зодиака, да, но тут либо близнецы, весы вряд ли, потому что весы такие более мягкие, да, податливые, вот либо близнецы, либо лев, такие агрессоры, узурпаторы такие, да, и каждый человек рядом с ней, каждый мужчина становился отшельником, ему было с ней по десятке жезлов тяжело, и по десятке жезлов мужчина уходил в новую жизнь, а Марина тем самым пыталась переделать уже нового человека, пыталась переделать, следила за тем, чтобы, ну, следила за ним, да, то есть пыталась переделать его под себя, тем самым еще и следила за ним по пажу мечей. Ну, следила за тем, чтобы ей еще не нравилось то, что и ей не нравилось, и мужчине рядом с ней не нравилось, да, то, что зарабатывает меньше денег, чем она. И ей не нравилось то, что мужчины зарабатывают меньше денег рядом с ней, чем она, потому что все-таки с деньгами у нее вот есть такая манечка небольшая. Она деньги любит, и она не то чтобы является меркантильной женщиной, она просто хочет рядом с собой видеть очень сильного мужчину, но ей такой так и не достался. Я имею в виду в законном браке. По поводу незаконного брака, я знаю, что у нее есть ребенок там от мужчины, да, от бизнесмена, по-моему, но он никогда с ней в законном браке не состоял. И вот все мужчины чувствовали себя отшельниками рядом с ней,
какими-то отверженными, какими-то несовершенными, какими-то ущемленными, да, и ей казалось, что он меньше нее зарабатывает, не работает столько, сколько она, и ему казалось, что он не работает столько, сколько она, и не зарабатывает столько, сколько она хочет, а она хочет много так, что с собой в могилу не унести, да, ну, это, грубо говоря, пажу мечей следит за тем, чтобы вот он был такой, какой она сказала, да, быть, каким она сказала быть, такой, каким она хочет его видеть. А мужчины не любят, когда их переделывают под себя. Все ее несчастья от нее от самой, от ее же головы. От чего все невезения? От ее же головы. Беременна ли певица Максим? Мы уже выяснили, что да. Причем беременность тяжелая и... Сейчас, секунду. Причем беременность тяжелая и... Тут как раз выпадает карта смерти, да, причем беременность тяжелая и не особо желанная, так скажем, да, 13-й старший аркан смерти выпал. Кстати, тут проходят как раз люди, которые родились либо 13 числа, либо близнецы, либо львы. Тут как раз вышла вот эта карта, я перемешала, как раз первая карта, которая вышла, карта смерти. И на колоде туз пентаклей, никому не отдам, все то, что есть у меня, все мое, жадное до денег, да, жадное до чего-то своего, ну, такая немножко вот... не в себе, да, сейчас мадам. Но я не хочу никого оскорблять, да, но действительно человеку сейчас нужен грамотный психолог, потому что человек не может совладать сам с собой. Очень много внутренней силы, которую не знаю, куда деть. Не знаю, куда деть. И карта смерти – это постоянная трансформация. Либо постоянная трансформация, либо человек тянет на дно себя и тянет всех, кто рядом с ним, на дно. Карта смерть, смерть по карте беременная, да, беременность не совсем желанная и очень тяжелая. Беременна ли Максим? Да, беременна. Болеет ли чем-то сейчас Максим? Болеет ли чем-то сейчас певица Максим? Болеет ли чем-то сейчас певица Максим? Башня, король жезлов, рыцарь жезлов. Единственное, чем она сейчас болеет, дорогие мои, ну, во-первых, у нее крышу сносит. Башня – это крышеснос, да, башня – это либо переворот в жизни, либо крышеснос, крышу немножко сносит у человека. Единственное, чем она сейчас болеет, это, посмотрите на человечка по шестерке жезлов, болезнь звездная, да, почему-то, хотя она уже очень давно на сцене, почему-то именно сейчас ей немножко срывает башню. Психологически ей тяжело, и она даже бы, наверное, не хотела быть сейчас там, где она сейчас есть, то есть в шоу-бизнесе, да. По шестерке жезлов это немножечко вот сдвиг по фазе, это две сумасшедшие карты, башня и шестерка жезлов. Я говорю еще раз, я не хочу обижать человека, но так оно и выходит, да. И король жезлов, который рядом с ней, постепенно от нее отдаляется. Король жезлов, рыцарь жезлов это секс, это сексуальные, страстные какие-то отношения, да. Рыцарь жезлов это человек, готовый порвать за свою любимую любого, но человек постепенно от нее отдаляется, несмотря на то, что любит и ее, и детей, как я вам говорила, да, сначала. Он постепенно сейчас от нее отдаляется и по пятерке мечей уйдет постепенно, потихоньку, где останется обиженная королева мечей. Обиженная королева мечей это воздушный знак зодиака. Обиженная, которая тоже ткнет его мечом и тоже его как-то заденет, и как-то обидит словесно, как-то морально, и тоже будет потом об этом жалеть. Но он уйдет именно из-за нее, из-за того, что вот немножечко у человека меркнет сознание, так скажем, мягко говоря. Мягко говоря, у человека сейчас померкло сознание. Что происходит, чем болеет? Единственное, чем болеет, у нее сейчас вот, ну, стоило бы обратиться к специалистам, скажем так, да.
По башне, по шестерке жезлов определенно стоило бы посетить специалиста, психолога, психотерапевта, психиатра, да, тут надо начать хотя бы с психолога. Король жезлов от нее собирается потихоньку уходить, потому что некие страстные чувства, которые он испытывал к ней прежде, они пропали сейчас, уходят, да, потому как рыцарь, если бы рыцарь жезлов был вот так, он бы стоял лицом к королю жезлов, да, то он бы олицетворял его истинные эмоции к Максим, да, но он стоит у нас позади, и поэтому никаких страстных эмоций сейчас нет. Рыцарь жезлов, король жезлов, точнее, просто уходит от Максим впоследствии, да, еще не ушел, но скоро уйдет. Из-за того, что вот сейчас человек не думает о том, что у нее что-то не так с головой и не хочет лечиться просто, да. По королеве мечей она просто чувствует себя обиженной женщиной, обиженная женщина воздушного знака зодиака. Кстати, вот кто она по знаку зодиака, напишите мне, пожалуйста. Итог на ближайшие, давайте, полгода. Певица Максим. Итог на ближайшие полгода певицы Максим. Сейчас, секунду, у меня тут погас экран со звуком. Посмотрю, записалось ли все. Да, все записывается, отлично. Итог на ближайшие полгода певицы Максим. Итог на ближайшие полгода певицы Максим. Повешенная сила, десятка кубков. Ну, она будет в повешенном, да, состоянии сейчас бороться сама с собой. Карта силы, здесь человек сам с собой борется, здесь его второе альтер-эго, его эго. Человек борется сам с собой, находится в подвешенном состоянии, выжидает время. Ну, ему, в принципе, это только на руку, да. То есть ей в подвешенном состоянии будет кайфово. Я не вижу, что она будет где-то на сцене. Я вижу то, что она будет сама в себе. Сама в себе, человек сам в себе. По силе и по повешенному она никак не может справиться с тем, но она никак не может справиться и со своими обязанностями, и со своей семьей даже, да, то есть о детях тут дело идет, да, тут дело касается вот как раз семьи. Повешенный человек выжидает время, часы тикают, время идет, человек чего-то выжидает, чего-то ждет, ему комфортно, ему нормально, он висит, и, ну и бог с ним, да. По силе человек внутри себя борется сам с собой, преодолевает свои какие-то внутренние кризисы. По десятке кубков и все вот эти три карты указывают на то, что не может никак справиться с... Ну, внутри семьи никак не может наладить нормальные гармоничные отношения, понимаете? Даже здесь карта силы указывает на некую двойственность натуры, ее как бы разрывает, разделяет все время. По четверке жезлов, да, ее все время разделяет, она никак не может сама с собой союз заключить, перемирие. Тут говорится о ее натуре, тут она сама с собой никак не может заключить перемирие, сама со своей натурой. По повешенному будет чего-то выжидать, будет какое-то состояние такое покоя, да, но в то же время внутри нее будет колыхать какие-то вот эти вот раздвоения личности, так скажем, да, то есть она никак не может сама с собой наладить вот эту самую по четверке жезлов гармонию, где бы у нее мужчина и женщина, здесь мужчина и женщина в данном случае, да. Если это знак зодиака близнецы, это прям будет отлично подходить, потому как здесь два человека не могут друг с другом внутри одного человека ужиться. Это и мужская сторона, и женская сторона. Вот эти две ее сущности не могут друг с другом ужиться в одной сущности. И по силе это видно, да, и по четверке жезлов. И вот здесь она поэтому будет находиться в подвешенном состоянии. Для семьи она ничего нормального не может из-за этого сделать, да, она никак не может не взять ответственность за что-то, да, не может взять ответственность за какие-то новые начинания, у нее появляются какие-то новые проекты, но они все время не закончены по тузу жезлов, туз жезлов по безумной луне, это незаконченные начинания.
Это не ребенок в данном случае здесь, да, это не законченные какие-то процессы в ее карьере, да, в ее на ее профессиональном поприще. Никто не трогайте меня, я верховная жрица, я закрыта для всех. Я сейчас посижу, подумаю, что мне делать дальше, а потом, возможно, к вам вернусь. Ну вот как-то, к сожалению, вот так вот печально начался и закончился, в принципе, расклад Максим, да. То есть она будет очень долго думать, выжидать время, будет бороться сама с собой, никак не сможет заключить сама с собой перемирие, в семье будут какие-то разногласия, да, и по тузу жезлов все новые начинания не обернутся успехом, потому как верховная жрица: не трогайте меня никто, держите меня семеро, а то я всех разорву тут. Верховная жрица здесь очень злая, здесь очень закрытая, да. Но, тем не менее, по верховной жрице к нам возвращается рациональное мышление. По истечению полугода к нам возвращается по верховной жрице рациональное мышление. По правой стороне она начинает мудро очень обдумывать смысл жизни своей, да, что она делает не так, что она что-то делает не так. Она все еще закрыта, но она хотя бы начинает приходить к тому, что она что-то делает не так. Это все, что нужно было сегодня знать о певице Максим. Если есть какие-то комментарии, да, в сторону этого видео, вы, пожалуйста, оставляйте его под видео. Соответственно, если есть какие-то вопросы, возможно, не по певице Максим, возможно, по каким-то другим личностям, я на все отвечу и сделаю вам, если это будет нужно, расклад. А так, я вас очень люблю и до новых встреч!